Всем здравствуйте! Вы на канале Оздоровление с Ольгой. Показываю комплекс для здоровых подвижных тазобедренных суставов и для эластичности мышц ног. Начинаем с вращения в тазобедренных суставах. Колени чуть согнуты и делаем сгибание внутрь. Для начала помогаете этому движению руками, направляете. Амплитуда комфортная для вас, не должно быть никакой боли, дискомфорта, все в пределах ваших приятных ощущений. Если сложно, неудобно в первом положении, то можете вот в таком, сидя, опираясь руками сзади. И вот с помощью собственных мышц ног медленно, плавно, в пределах вашей амплитуды. Так повторяйте 10, 15, 20 раз на каждую ногу. Следующее – это то же самое, только разгибание. Помогаете руками наружу, по очереди. Каждой ногой также 10, 15, 20 раз. Если уже можете без рук, то также опираетесь сзади и с помощью мышц ног. И можете это делать одновременно двумя ногами. Затем я добавляю сгибание, разгибание. Я делаю двумя ногами. Вы можете делать в таком варианте, можете делать по одной ноге. То есть одна нога сгибание, разгибание. Можете помогать себе ручками. Также 10, 15, 20 раз. Второе упражнение. Потянули одну ногу к себе и чуть прижали. Чуть надавили к полу. И обратно. Вначале помогаете руками, затем за счет собственных мышц ног. Потянули, раскрыли, потянули к себе, раскрыли. Можете делать по очереди на каждую ногу. То есть вначале одну, опустили ножку к полу, чуть-чуть нажали, выровняли ее, поменяли ножку, взяли следующую. Можете вот в таком положении, как я. То есть 10, 15, 20 раз. Вначале одну ножку, потом следующую. Напоминаю, что все в пределах вашей комфортной амплитуды, без болезненных ощущений. Третье упражнение. Ставим ногу сбоку и совершаем внутреннее вращение. Помогаем себе рукой, одна рука сзади, на нее опираемся. И вот так медленно, плавно, в приятной, комфортной для вас амплитуде 10, 15, 20 раз. Вначале одной ногой, затем второй. Голова, плечи, таз примерно в одной плоскости, поясница в нейтральном положении. И будем выполнять упражнения для разгибания в тазобедренном суставе и для хорошей подвижности мышц. Работаем вначале с одной ногой, и конкретно в данном случае это будет правая нога. Мы стоим на ней. Если вам некомфортно в колене, вы подкладываете какое-то полотенечко, что-то мягенькое, для того, чтобы коленный сустав не испытывал дискомфорта. И начинаю смещаться тазом вперед.
Избегайте прогибов в поясничном отделе, то есть оно должно быть в нейтрале. И при движении тазом вперед лобковой костью тянемся как бы вверх-вперед. И вот так работаем с каждой ногой по 10-15 повторений, мягко, плавно. То есть работает только тазобедренный сустав. Там идет вращение головки бедренной кости и хорошая разработка мышц и связок этой области. На канале есть еще одно видео, в котором я показываю, как подготовиться к этому упражнению методом самомассажа, и еще более подробно рассказываю про конкретно это упражнение. Следующее упражнение я буду совершать разгибание в коленном суставе. Смещаю таз назад, и будет происходить натяжение мышц задней поверхности бедра. Двигаюсь за счет разгибания в коленном суставе, а не за счет позвоночника. То есть вы разогнули коленный сустав. Работает таз, коленный сустав, поясничка в нейтрале. Двигаюсь медленно, плавно и в конце чуть задерживаюсь в момент разгибания, прочувствовав растяжение задней поверхности бедра. Следите за тем, чтобы таз был поджатый, а поясничка в нейтральном положении. То есть спина отдыхает максимально, работает таз и работает коленный сустав. Меняю ножку, также таз в задний наклон, приняла положение комфортное. Если нужно, опять же, подкладывайте под колено, опорное колено, подкладывайте что-то мягенькое, чтобы вы не чувствовали напряжение там. И начинаем совершать, опять же, разгибание в коленном суставе, чуть-чуть задерживаясь. Амплитуда ваша, комфортная. Вы не испытываете неприятных ощущений. Все должно идти мягко, плавно, скользить. И вот так на каждую ногу по 10, 15, 20 повторений. Теперь работаем с вращением бедра. Для этого разогнули ногу в коленном суставе, насколько вам комфортно. И начинаем вращать бедро вправо-влево. Вы должны испытывать только комфортные ощущения. Если сложно двумя руками вращать ногу, то есть мы как бы помогаем бедру вращаться, то вы можете опереться правой рукой о что-нибудь. И так делаем 10, 15, 20 раз. И повторяем это же с левой ногой. Разогнули сустав коленный в комфортной амплитуде и вращаем бедро вправо-влево. В этом упражнении активно участвуют мышцы задней поверхности бедра, они натянуты. И улучшается вращение бедра, что в свою очередь помогает тазобедренному суставу быть здоровым. Этим упражнением мы улучшаем отведение в тазобедренном суставе. Для этого отводим правую ногу, чуть-чуть по направлению к наружу стопа и начинаем смещать таз вправо, также в комфортной амплитуде. Вы не должны испытывать никаких неприятных ощущений. Так 10, 15, 20 раз. Теперь отводим таз влево 10, 15, 20 раз. На этом у меня все.
Если вам это видео было интересным и для вас полезным, не забудьте подписаться, поставить лайк и напишите в комментариях, какие у вас ощущения. Для меня это очень важно. До встречи в следующих видео. Берегите себя и своих близких.